Ну покажись, какая ты красивая. Куда ты идешь? Этот яйцесборник. У вас будут яйца. Прозевала. Вот еще сколько можно собрать, накосить для кур зеленой травы. Несмотря на то, что уже осень, похолодало, все равно вот эта трава даст нам много яиц. Приношу по возможности в курятник траву, вот так вот скашивая, потому что выпустить я не могу. Куры живут у меня на даче сами. Я приезжаю один раз в несколько дней. И бывает очень часто такие дни, когда мне нужно в этот же день и уехать. Поэтому выпустить я их не могу. Потому что назад я их не загоню. Они только заходят вечером, когда стемнеет. А так как мне нужно уехать сразу же в этот день, поэтому нужно траву принести в курятник. Продолжаю загребать и отвожу в курятник. Не знаю, как вам, но мне это в удовольствие наблюдать, как птица ест траву. Я люблю вот так вот смотреть на них, с каким удовольствием они кушают траву. Смотрите, какой огромный лист. И весь съел. Ради вот этого стоит накосить травы и привезти в курятник. Это красота. Когда птица довольна, это радует.
белая шелковая несет яйцо. Давайте тихонечко подсмотрим. Тихонечко, тихонечко. Сидит в гнезде. Иди траву кушать. Придем с ведром и заберем яйцо. Сразу предвижу ваш вопрос, что налито в ведрах. И у старых курочек, тоже вы, наверное, заметили, это витамины. Обязательно даю в осенне-зимний сезон витамины. Это Нутрисел. Я даже покажу вам сейчас эту упаковочку. Как она выглядит, я вам сейчас даже покажу. Вот так вот выглядит Нутрисел. Вот одна пачка 5 грамм на ведро воды. В траве, конечно, тоже есть витамины, нужные для кур, но этого количества недостаточно. Обязательно нужно осенью дать курочкам еще и витамин Нутрисел, селен, для роста пера. Потому что если летом где-то были какие-то у нас выщипанные вот такие вот хвостики, все это недостаток селена, все это недостаток какого-то витамина. А для зимы нас голые такие спинки не устраивают, потому что будут морозы и курочка будет мерзнуть. Поэтому нам нужно сейчас пополнить витаминный запас, особенно селена, и дать рост перу, чтобы вот эти все лысые места оперились. Вот, кстати, курица, которая хотела быть квочкой, насиживать яйца. И когда из гнезд я убрала солому, все, она переквактала и уже нигде ничего не сидит. И голошейка точно так же. Уже в гнезде не сидит.
Сегодня у нас праздник. В этом вольере сегодня праздник. Идемте, покажу вам, что тут случилось. А тут случилось первое яйцо. Меня все спрашивают, есть ли яйца в третьем вольере у кур с индюками. Вот. Единственное, что я не знаю, кто. Я не знаю, кто это снес. И не знаю, какого возраста курочка снесла. Потому что здесь есть молодые курочки, которым 4,5 месяца и которым 4. Кто из них снес это яйцо, я не знаю. Но похоже, знаете, очень мне похоже яйцо, что это снесла молодая курочка, которая помесная с мараном. Потому что очень уж такой цвет, смотрите, шоколадно такой розовый цвет. И это будет сегодня у нас первое яйцо в моем ведре. Иду собирать яйца. Кто из них несется, для меня пока загадка. Пока не увижу сама, пока не знаю. Так, посмотрим, что у нас в домике. Сколько яиц у шелковых кур. Сидит. Не хватало. Ты что, квочка? Новости. А ну-ка. Ну, что это такое? Давай, вставай, давай, пойдем, выходи. Выходи. Аист. А ну-ка. Ты что? Снег скоро выпадет. Не вздумай. Вот это да. Увидела свободные яйца в гнезде и быстро села на них. Куда ты идешь? Опять идет на яйца. Забираю. Насиживает мне яйца. Зачем? Уже ночные заморозки скоро будут. Так, а сюда нужно солому принести. Здесь маловато будет. Вот такое начало сбора яиц. И, конечно же, внимательно рассматриваем вольер, там, где куры гуляют. Вот здесь под шелковицей тоже у нас водятся яйца. И еще одно добавляется. Так, идемте в курятник. Сразу в подстилке собираю яйца. Грязные с подстилки. Так. Ну и чтобы вас не шокировать, мне нужно
минута убрать это все. Сейчас все уберу на гнездах и продолжим дальше сбор яиц. Все, гнезда убрала строительным шпателем. Это очень удобно. И теперь мы можем открыть гнезда. Так. Вот такая красота. Собираем яйца. Чистые, красивые. Красивенькие такие. Это яйца из вот этого гнезда. Теперь мы посмотрим вот с этого гнезда еще яйца. Никого там нет. Никого. О, смотрите, что я там вижу. Вот, смотрите. Вот так вот яйцо должно скатиться в эту дырку. А оно не скатилось, потому что какая-то курочка там ночевала, нагадила, и на помете вот так может задержаться яйцо. Но это не страшно. Зайдет следующая курочка, лапкой к нему дотронется, и яйцо, смотрите, я сейчас вам покажу. Это не страшно. Следующая курочка, которая сюда зайдет, она зайдет, лапкой дотронется, и яйцо упадет в яйцесборник. Такое может быть, когда в гнезде курочка спит и оставляет там помет. Конечно же, это яйцо может на нем задержаться. Но при малейшем прикосновении или клювом, или лапой, это яйцо упадет в яйцесборник. Так, открываю. Открываю. Вот. Вот это практически все открытие этого гнезда. Показываю вам все как есть. Вот видите, помет. Это значит, в этом гнезде какие-то курочки ночуют и, естественно, сюда гадят. Но, несмотря на это, все равно яйца сохраняются в целости и сохранности. Это главная цель наша этих гнезд, чтобы яйца были целые, чтобы яйца не насиживались, чтобы яйца никто не ел. То есть эти гнезда выполняют все мои функции. А то, что здесь помет, это легко все убирается. И несмотря на то, что здесь помет, уже достать с этого яйцеприемника через вот дырку, которая находится в гнезде, через которую падает это яйцо, уже курица, естественно, не может. И клюнуть его тоже, соответственно, не может. Складываю в ведро. Вот, да, немножечко они пачкаются, потому что здесь помет. Но, несмотря на это, яйцо все равно целое. И еще, конечно же, тут еще зависит то, что я, возможно, не заправила как положено, видите? Не заправила эту подстилку. Вот сейчас я ее заправлю правильно. И в следующий раз уже максимальное количество яиц скатится. И 2 яйца марана. Все, вот этот помет я вытряхиваю. И постараюсь в этот раз максимально с большей ответственностью заправить эту подстилку, чтобы она вот так вот волнами не ложилась, и чтобы, естественно, у нас все яйца хорошо, максимально могли скатиться по наклонной
этой плоскости и собраться именно здесь. Все, теперь я заправила. Почему я говорю с большей ответственностью? Потому что я всегда спешу. А здесь у меня специальные держатели этой подстилки, под которые нужно просто хорошо вот здесь вот заправить эту подстилку. И, естественно, подстилку заправить вот в эти все бока. И тогда она будет хорошо ровно здесь лежать. И яйца, даже если будет помет, они тоже по возможности скатятся к нам сюда вперед. Но, как всегда, я все спешу, быстро-быстро, и поэтому вот так вот. Ну, в этот раз уже заправила. Все, попробуем теперь в этот раз более эффективно использовать этот яйцесборник. Оставляла в этом гнезде, я вам показывала, опущенные шторки, но смотрите, хозяйничают без меня. Видите, шторки где висят? Хозяйки, просто хозяйки. Лучше бы сюда яйцо снесли. Яиц здесь нет, смотрите. А похозяйничать... Шторки убрать убрали. Опять закрепила шторы. И пусть несутся. Это мои старые куры разных возрастов. И иду к ним собирать яйца. И, конечно, теперь смотрите, как выглядит линька. Посмотрите внимательно, весь вольер в перьях. Вот мои куры. Некоторые из них начали линять. Когда меня спрашивают, а бывает у вас такое, что куры не несутся? Ну, конечно, бывает, потому что курица не может нести 365 яиц в год. Естественно, таких кур, которые несут 365 яиц в год, не существует. И поэтому я вам всегда рассказываю, что вот так вот, когда имеешь у себя в хозяйстве кур разных возрастов, какая-то курочка линяет и перестает нестись, а какая-то курочка в это время уже перелиняла, она другого возраста, и она несется. И поэтому в общей массе то, что куры линяют и не несутся, это незаметно. Кто-то несется, кто-то отдыхает, кто-то опять отдыхает, а кто-то несется. И поэтому в общей массе кур разного возраста это незаметно проходит. И поэтому мы не замечаем, что у нас куры перестали нестись. Такого не бывает. Кто-то несется, а кто-то отдыхает. Конечно, если держать кур всех одного возраста, то наступает такой период, когда яиц совершенно нет. И потом вы, естественно, ожидаете 2-3 месяца, пока курица отдохнет, перелиняет и начнет нестись, и только потом начинаются у вас появляться яйца. А если куры будут разных возрастов, то вы даже не заметите, что кто-то не несется, у вас будут яйца. Вот эта курочка очень старенькая, очень. Но она несется. А кто-то отдыхает. И поэтому в этом яйцесборнике у меня
всегда есть яйца. Больше, меньше. Один раз больше, другой раз меньше. Но они есть здесь всегда. Потому что куры у меня разных возрастов. Вот вам весь секрет, почему у меня всегда есть яйца. Больше, меньше, но они есть всегда. А вот так вот выглядит линька. Вот так вот куры линяют. И кое-кто уже у нас квочка. Вот эта курица в прошлый раз сидела в гнезде и опять сидит. Давай-ка выходи, красотка. А ну-ка. Да, ты моя красотка. Она моя труженица. Вот, она даже мою руку воспринимает как яйца. Вот. Видите эти движения, которые, когда курица подкладывает под себя яйца. Вот. Это моя любимая курочка. Хоть она немножко такая, она работящая, она много снесла яиц мне летом. Очень много. Она моя красоточка. Вот она какая у меня. Ну, покажись, какая ты красивая. Вот она. Это моя любимая курочка. Вот она. Сейчас вам покажу. Вот такие сизые лапы у нее. Это я вам ее показывала очень часто в своих видео. Это квочка, видите? Вот. Будем надеяться, что сработает примета. Если квочка, значит зима будет теплая. Идем, я всем траву принесла. И ты покушаешь траву. Идем, покушаешь. Смотри, сколько травы. А ты не кушала траву? Да. Давай покушай траву. Не надо сидеть в гнезде. Нам не надо цыплят. Хватит. Самая натуральная квочка. Но в таких гнездах с яйцесборником это не страшно. Она сидит, яиц под ней нету. Так, давайте еще посмотрим в металлическом гнезде, что у нас тут. А в металлическом гнезде опять нет яиц. Все, нету. Показываю вам все как есть. Нету так нету. Значит точно куры отдыхают. Но у меня сегодня планы почистить здесь все в курятнике и застелить чистую свежую подстилку. Предстоит мне вот такая вот работка. Все, яйца собраны. Раскладываю в лотки и прихожу срочно убирать в курятнике. Потому что нужно убрать во всех 3 вольерах. Особенно у индюков.
Вот такая красота. И вот такая чистота. Это домик, в котором живут петушки. Они сейчас на улице, на огороде, во дворе гуляют. Содержаться петушки должны в чистоте и порядке. И тогда они будут здоровые и большие. Ну и немного похолодало у нас. И вот так вот на вольном выгуле петухи. Они когда хотят приходят, когда хотят уходят. Вот такое окно у меня есть. Для лета это прекрасно, когда есть возможность открыть вот так окно. И летом не жарко в таком домике птицы. А сейчас очень сильные ветра, и ночи становятся холодные. Поэтому я просто закрываю окно. И у меня в домике будут вот так вот закрытые окна. Ночью не должно быть никакого сквозняка, тем более холодного ветра. Корм у петушков я приехала, смотрите, еще есть. Покажу вам, сколько еще есть в остатке. Это корм на мой приезд. Все, красота. Почистила все. И теперь застилаю сухой, чистой, красивой соломой. Мне нравится в подстилке солома очень-очень. Для меня это самая лучшая подстилка для курятника. Ну, выходите, я буду застилать. Выходите. Выходите, я буду застилать. Гнездо поставила вот здесь в угол. И там наложила соломы. Вот так. Чтобы сюда неслись курочки. Так, а эту буду разбрасывать здесь. Не бойтесь. А лучше выходите на улицу, чтобы не бояться. Выходите. Выходите. Ну, ты идешь? Выходи. Все, вот так вот расстилаю. Все, и вот такая вот будет красота у индюков и этих курочек.
Меня еще очень часто спрашивают, когда я буду объединять всех цыплят молодых. Вот когда я буду этих цыплят уже выпускать в общий вольер к молодым. Эти цыплята у меня посидят с индюками. И вот этот вольер весь будет пока до морозов. Потому что в этом вольере я планирую держать зимой шелковых курочек. Потому что вот этот домик зимой все-таки им холодно. И всю птицу, всю абсолютно птицу я хочу разместить на зиму вот в этот основной мой теплый зимний курятник. Вся птица у меня зимовать будет в этом теплом зимнем курятнике. И поэтому вот этих всех цыплят я планирую просто объединить со всеми молодыми курочками. Они приблизительно плюс-минус одинакового возраста. Этим цыплятам сейчас половине 4,5 месяца, а половине 4 месяца. И как раз вот я их объединю, а в этот вольер переселю всех шелковых курочек, всех декоративных курочек, араукана и шелковых. А индюки, планирую, будут зимовать со всеми молодыми курочками в первом вольере. Отделять индюков от кур я не планирую. Вот так вот они вместе живут, они все друг друга знают хорошо. И точно так же все вместе они переселятся в первый вольер, там, где у меня сейчас молодые курочки. Все, в курятнике чистота. Осталось только насыпать подстилку. Куры как на коньках катаются. И теперь осталось только застелить солому, и будет красота. Убираю в гнездах. И смотрите, какая невнимательность. Смотрите. Яйцо на мусоре задержалось. Вот, видите? А я его не заметила. И это яйцо, смотрите. Тоже не заметила. Крупное какое. 2 огромных яйца. Вот так вот. Смотрите. Вот такие огромные 2 яйца. Прозевала. Плюс 2 яйца в ведро. А я продолжаю уборку. Я, конечно, делаю наоборот. Надо было сначала убрать в гнездах, а потом чистить пол. Но у меня, как всегда, все наоборот. Все быстро-быстро. Пол я уже вычистила. Свежую солому застелила.
Куры очень любят, когда чисто. Сразу все идут проверять. Вот такая солома чистая, желтенькая. Такую подстилку я очень-очень люблю. Для меня самая лучшая подстилка в курятнике — это солома. Пахнет свежестью, пахнет летом. Но тут у нас сидит все-таки квочка. Видите, пришла и опять села. Забираю в карман. Добыча. И убираю в гнездах. Вот такой мусор скапливается за несколько дней в курятнике, в гнездах. Капуста целая, петушки ничего ей не сделали. Все нормально. Все кочаны целости и сохранности. Морковка тоже. Уже вечер. У меня нет времени ее выкапывать в этот раз. А я пришла накопать домой немножко морковки. Взяла ведро и лопату. Естественно, с помощниками. А как без них? И сейчас немножко домой накопаю. А уже в следующий раз буду ее всю убирать. Ловят мышей. Крысят даже принесли сегодня к порогу. Сейчас все мыши и крысы массово идут в сараи, в дома, в курятники. Все с полей идет к нам. И вот мои охотники все тут ловят. И все несут к порогу дома. В знак благодарности. Каждый свой приезд я привожу им очень много корма. И сухого, и влажного, и вкусного. Ну вот и все. Этого мне будет достаточно с собой взять для следующего раза. А потом уже будем убирать всю морковку на хранение.